Друзья, всем привет, всем отличного вечера или когда вы смотрите эту запись, не знаю. Вот, отличного вечера или отличного утра. Прошла у нас АМА-сессия, очень интересные были моменты сказаны. Давайте обо всем по порядку. Как всегда, да, кстати, если вы еще не подписаны в телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Там у нас самые актуальные новости, выжимки и все самое интересное. Что у нас по АМА было? Да, кстати, в АМА-сессии удалось даже задать интересующие вопросы, вот, и был довольно интересный опыт общения с разработчиками. Если не видели, также посмотрите. Эту АМА я записывал, но у Телеграма есть такая функция, что он может блокировать скринкаст и может блокировать звук. Соответственно, материал-то был записан, но к сожалению, записались лишь сверчки на фоне. Вот, поэтому час материала у нас ушел. Давайте перейдем к, соответственно, разбору АМА-сессии. Тут я выписал все самые интересные моменты. В Телеграме мы как бы более кратко их, да, смотрим, на Ютубе более развернуто. Что из первого, да, обещают сделать более прибыльным историю с Uncommon, раркой, да, и выше. Потому что, в принципе, разработчики так сказали, что, да, они признают этот момент, что сейчас есть довольно большой такой разрыв, да, есть у них преимущество в плане восстановления энергии, но этого недостаточно. Поэтому 100% будут как-то докручивать все вот эти вот моменты. Common оставят, да, Uncommon и выше будут усиливать, не знаю как, не сказали, но вот одна сплошная интрига. Идем дальше. То есть, наверное, да, все-таки с Uncommon я вот думаю, что можно будет подкупить, не знаю, я пока думаю. Вот, но, в принципе, механика интересная будет. В игре почти нет ботов. Это прям заявление с самого начала было. Ой, я прям бомбанул. И ладно, я не то чтобы бомбанул, но многие в чате прям там это заактивничали. Да, было такое заявление, что в игре сейчас нет ботов, а то, что мы встречаем одного и того же бота, это, ну, просто лишь какая-то системная ошибка, баг, да. В принципе, я понять это могу по той простой причине, хотя сначала я тоже так неоднозначно отнесся к этому заявлению, да, хотя потому что ты, если ты заходишь в игру, да, то видишь одного и того же чувака, он тебя там выигрывает в разных вообще соревнованиях, да как так, да, потом тебе говорят, что там нет ботов, но там есть какой момент, что у них подкручен, конечно, это уже, по-моему, 12-й пункт, но давайте сейчас чуть-чуть затронем. Там есть момент с ребалансировкой, да, о котором мы, в принципе, знаем, что не имеет какое значение у тебя в плане характеристик, тебе будет подбираться противник твоего уровня. Ну, то есть плюс-минус, чтобы тебе твой процент побед был примерно 50%, да. С одной стороны, я согласен с разработчиками, что если это не докрутить, да, как-то не делать это, то будут по-любому люди, которые выигрывают 100% времени, и те, которые проигрывают 100% времени. Соответственно, ни одним, ни другим не будет интересно, одни будут просто уходить с проекта, и, работать это не будет. Вот, но справедливо заметили в комментариях, что получается, если все шансы уравниваются, да, и подбирается противник тебе по силам, какой бы ты ни был супер прокачанный, супер много не ходил и супер одежду не покупал брендовой, все равно тебе попадется какой-то чувак, который точно так же это делает. Причем они, кстати, вытаскивают их не онлайн, да, то есть не когда два человека нажали на кнопочку соревноваться, а вот есть котлет, есть схожие характеристики, окей, идешь в соревнования. На данном этапе это сейчас так работает, вот, со слов разработчиков. Поэтому другая сторона медали, то, что смысла нет ничего качать, да,
Зачем? Зачем? Потому что все равно у тебя есть 50% на победу. Вот, поэтому я, в принципе, покупал именно флоровые котлеты, потому что рассчитываю на их окупаемость. Вот. А смысла подбирать этих вот характеристик на данном этапе вообще нет. Хотя хотелось бы, конечно, себе какого-то кота, который там 75+ со значениями. Но пока это не влияет на победу никак. Что дальше? Идем дальше. У нас 3-й пункт. Коты будут умирать. Вот такая драматическая новость. По заявлениям разработчиков, так они собираются решить проблему с инфляцией котов. Да? То есть что? Котов много, кто-то их продает, на маркете они есть, вот как бы начнут они умирать, вот их станет меньше, будет дефляционная модель и предложение понизится. Соответственно, всем нужен будет кот, а коты умирают, их мало, и как бы ценность их должна возрасти. В принципе, есть в этом логика, но я также в момент того, когда это все проходило, записывал все по пунктам и записывал вопросы. Да, тут у меня стал такой вопрос, что будет? Вот у меня сейчас 16 котов, и на них я потратил какое-то количество волкинов, и сейчас что? Сейчас они их всех убьют или там дадут срок жизни какой-то, да, как бы, может, я и не окуплю свои вложения, в чем там дело. Вот. Записал я этот вопрос, но пока ответа на него не получил, но попозже получил, когда уже удалось созвониться с разработчиками и пообщаться на этот счет. Об этом будет чуть попозже. Вот, короче, есть смерть у котов, да, мы имеем, что в ближайшей перспективе введут смертность котов, и будет, что у нас? Будет дефляция. Отлично. Идем дальше. Дальше чуть-чуть про вот это сейчас новое зацепили. Я просто чуть-чуть попозже расскажу, если позволите. Там все не так просто и довольно интересно. В принципе, переживать особо не о чем, но есть интересные моменты. Что дальше? Дальше. Скоро введем бустеры. Это вот одна из самых ближайших новостей, которая будет. Как они говорили, что либо в этом, либо в следующем обновлении уже вот будет бустер для увеличения прибыльности кота. А уже после них только будет вводиться смертность котов. То есть, в принципе, есть на это время еще. Не знаю, какая будет в этом функция, да, и в чем такой смысл. То есть, покупаем бустер, у нас награда увеличивается, и, в принципе, вот вся механика вроде как. Но чтобы был смысл покупать эти самые бустеры, да, мы должны затратить условные там 10 волкинов, а получать с них, не знаю, 20, допустим, да, то есть потратили больше, окей, но получили больше. Вероятно, как мне кажется, стоимость бустера будет фиксированная, да, допустим, не знаю, там 25 монет, допустим, да, но на 6-м уровне это смысла в этом нет, предположим, да, потому что сколько мы там, с одного кота 6-го уровня мы получаем плюс-минус 6 монет в день, да, но будем получать 12, ну, вот, допустим, цена бустера будет 12, и будем получать 12, то есть ничего не изменится для нас. Но с повышением уровня, да, допустим, 8-й уровень, там уже не 6, там уже 12 монет мы получаем. То есть, купив бустер за 12, мы сможем получать уже не 12, а 24. Тем самым, купив бустер и получить то же самое, то, что мы, получается, получали. Да, то есть на 6-м уровне это, допустим, будет совсем невыгодно, на 8-м это будет плюс-минус как-то, ну, то есть в ноль выходить, предположим, да, на 10-м это будет в 2 раза более выгоднее история, потому что тратишь ты 12, а получаешь больше. Это все, ну, цифры, да, вот это вот по стоимости бустера, это взято из головы. Просто говорю про ту механику, которая, скорее всего, будет, которую, наверное, логичнее было бы сделать. Фиксированная стоимость бустера, да, где на нижних уровнях тебе это делать невыгодно, на там 5-й лиге, получается, с 8-й уровень было бы плюс-минус как-то так-сяк наперекосяк. Вот, 10-й уже более выгодно. Что дальше?
ближайших обновлениях будут введены соревнования, где нужен будет скилл, да, где влияет скилл на исход соревнования. По времени они будут чуть дольше, сможем выбирать между соревнованиями. То есть сейчас у нас одно единственное соревнование, да, где мы запускаем, соответственно, competition наш, и они соревнуются. Никакого интереса в этом нет. В принципе, это так прямым текстом озвучивалось, все понимают. Вот. Но будет введена механика вот совсем-совсем скоро, вот уже это как основная такая идея АМА-сессии была, что, чуваки, скоро будем играть. Да, не просто нажимать на кнопочки, скоро будем играть. Вот. Да, это будет по времени, это больше будет занимать, но будет важен скилл. Об этом еще говорили в прошлых видосах, сейчас они вот подтвердили, собственно, эти слухи. Отлично, я только за. Вот, конечно, с большим количеством котов это будет делать гораздо сложнее. Ну, вот, с каждым поиграться. Но вот прошлое видео с куда идет приложение, да, если смотрели, кстати, извиняюсь за звук. Вот. Да, просто извиняюсь за звук. будет лучше. Если смотрели прошлое видео, там как раз-таки об этом говорил, да, есть пример приложения Talking Tom, который уже, в принципе, имеет все вот эти вот фишки, да, которым мы идем сейчас на Волкине. Только заменив вот это игровые монеты на настоящие Волкины, да, можно уже сейчас представить, какая это будет экосистема, что из себя будет представлять приложение. Довольно-таки интересная история. Ну, что дальше? Дальше у нас через 1,5 месяца примерно будет реферальная программа. Ну, здорово. Главное, чтобы не началось, что типа там... Хотя нет, 100% начнется. Через 1,5 месяца мы будем слышать, что Волкин — это пирамида. Почему? Потому что все будут там друзьям, знакомым рекомендовать, советовать, но обратная сторона медали будет называться пирамидой. Хотя так как бесплатные коты остаются, да, будет free-to-play эта игра, то, наверное, от звания пирамиды мы все-таки открестимся и будет все ок. Вот. Потому что одно дело, когда ты всем советуешь приложение, где надо закидывать денежку, да, и получается ты уже там таким соучастником совсем становишься, если вдруг что-то не так и скамится, то по free-to-play это все гораздо проще. Вот. Поэтому отличная новость. Через 1,5 месяца будет все здорово. Да, в принципе, еще и раньше. Вообще все здорово. Вообще проект замечательный. Вот, мне нравится. Седьмой пункт. 5% комиссия с маркета пока копится. Она идет сейчас в Treasury, фонд Treasury, но она пойдет в ближайшее время на сжигание. Половина или что-то около того, не совсем помню пропорции. Короче, какая-то часть, по-моему, не озвучивались. Какая-то часть токенов сожжется, большая даже часть, по-моему. Вот, та, которая сейчас у нас идет на маркетплейсе. А часть будет идти на маркетинг. Соответственно, насколько я понял, верно или неверно, слова разработчиков, то, что, в принципе, такая схема будет длиться постоянно. То есть не разовая эта акция, да, а то, что вот у нас сбривается 5% комиссия с маркета, она будет, соответственно, сжигаться. Да, это будет толкать цену токена вверх. И, соответственно, все будет замечательно. Ну, а часть будет идти на развитие проекта. Кстати, по их словам, уже вот на днях они запустили разные рекламные источники. То есть начинают рекламироваться, очень здорово. Вот, вероятно, тестируют пока еще, чтобы понять цену установки. Вот, ну, замечательно. Отличные новости. 8 пункт. При бридинге нельзя будет получать гены более высокого класса, только классом ниже. Об этом мы вот говорили в видосах про бридинг. Логично было бы так сделать, чтобы из common можно было получить какую-то рарность повыше, да, а не просто common обычную. Вот. И пускай там при сотом бридинге, да, у тебя там
есть какая-то вероятность получить уже uncommon, там, рарку и выше, 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 но смысла об этом уже говорить нет, потому что нет, такого не будет. Причем, если мы даже скрещиваем рарку, допустим, да, рарную котлету, то мы можем получить только характеристики ниже, даже не то, что этого уровня, да, а с наибольшей вероятностью мы получим характеристики ниже. Не знаю, зачем такая функция, почему она так работает, но пока что она работает вот так. Посмотрим, что хотят, как видят это дело разработчики. Идем дальше. 9. Если забанили вас, то с 99% вероятностью вас забанили за дело. Ну, в принципе, комментировать как-то это дело особо, наверное, нет. В принципе, я, наверное, соглашусь, потому что я сам пытался что-то там трясти телефоны, там, да, трясти эти часы какие-то, ну, он тупо меня не считает это за шаги, потому что, наверное, система iPhone, она как-то более интересно выстроена в плане валидации шагов. Кстати, сейчас еще подлетит обновление, будет еще более с этим строже. Вот. Ребята тоже, да, ходят в комьюнити, они реально ходят. Зачем ходить, казалось бы, да, если можно, бери, тряси. Но когда у тебя там куча котлет приложений, ты лучше, походишь, да, но обезопасишь себя. Вот. Поэтому лучше ходите, здоровее будете и играть интересней. Поэтому как-то так. Что дальше? Коты будут смертны, да, это мы говорили, но вот об этом, кстати, и был вопрос, 10 пункт. Я, собственно, задавал этот вопрос, что окей, ребят, удалось когда дозвониться, да, вы говорите, что коты будут смертны, но вот у меня там 16 котов, что мне с ними делать, да? Вы сейчас как включите эпидемию котов, и все они у меня там умрут, да, что делать с моими инвестициями и остальным людям. На что был, соответственно, получен ответ, то, что не переживайте, все будет ок, мы также стимулируем количество котов, да, не обязательно, что у вас один кот должен быть, наоборот, чем лучше котов, чем больше котов, тем лучше. Вот, становитесь кошатниками, да, и получайте все плюшки от проекта. Замечательная новость. Что они будут умирать, да, это будет способствовать дефляции, но они принесут за свою жизнь больше монет, нежели чем то, что вы на них потратили, да. Соответственно, пока этой функции даже еще нет, мы можем брать, окупать, переокупать наших котов, и все будет ок. Вот, поэтому задел у нас пока еще по времени есть. 11 пункт. Будут групповые соревнования, чтобы не выгуливать котов по отдельности, да. Опять же, это актуально для тех, кто у которого там более 5 котов, допустим, да, более 10 котов и выше. Я уже сейчас начинаю уставать от того, что надо каждого зайти, каждого прокликать. Ну, такое себе, да. А разработчики говорят, что также с их слов еще 2 недели назад не было такой проблемы, да. Сейчас мы видим то, что многие игроки накапливают своих котов на одном аккаунте, да. И это отличные новости, будем решать и, вероятно всего, сделаем групповые соревнования, чтобы там за одно нажатие можно было всех отправить на соревноваться и получить уже свою, собственно, денежку. Конечно, кстати, у них убивается, получается, геймификация, но, возможно, там не всех сразу, да, какую-то группу котов там или еще что-то, ну, мне кажется, как-то этот момент сбалансируют. Главное, что они об этом говорят, главное, что они видят этот момент, и респект им за это. Что дальше? Действует система уравнивания шансов на победу. Ну, об этом, да, уже сказал чуть выше, потому что на YouTube более широко раскрывая написанное. Но вот сейчас смысла в одежде нет, смысла подбирать какие-то характеристики тоже особо нет. Вот. Поэтому как-то так. Ну, тоже, наверное, обратят на это внимание. Ну и что? В
целом у нас, да, ощущения там довольно позитивные получились. Вот, я аж это приободрился. Многие тоже, смотрю, были в чате, участвовали. У кого-то даже удалось из нашего чата Telegram задать вопросы вам. Вот, поэтому, в принципе, все хорошо, мне кажется, будет у проекта. Вот. Так же, как и написал в Telegram, желаю нам просто кайфовать от приложения, не фокусироваться особо на флоре. Да, я понимаю, что вот я тоже закупил часть котов, когда они были там овердорогие, да, в самом начале. И довольно неприятно смотреть на все это дело, где ты вроде купил, ты вроде тут хотел, ты так хотел, но не получилось, да, и вот они сейчас стоят там в 2 раза ниже почти. Ну, ладно, окей. Но все-таки мы же их окупаем, да, мы не купи-продай зашли. Конечно, часть котов я зашел купи-продай, вот эти последние, сколько? 8 получается. То есть, ну, когда флор 450, а себестоимость кота 600, ну, грех этим не воспользоваться, да, и просто, да, ты сейчас какую-то часть заморозишь, получается, средств, но ты с них будешь получать и процент, да, с побед, получается. И когда флор хотя бы до своего минимального какого-то уровня дойдет, рационального, около нулевого, а это 600 волкинов, то ты уже будешь в плюсе на 150 за штуки, получается. Вот. Но по флору, мне кажется, мы придем где-то к 700-800 в течение какого-то там месяца, допустим. То есть, ну, у меня такие сроки ожидания. Вот. Почему такие цифры, да, потому что Сибес теперь 600 волкинов за 6 уровень. Ну, еще нужны же все-таки гемы, да, для всей этой истории. Ну, 650, допустим, будет. Если уж совсем кто-то будет себя не жалеть, ходить, и для этого человека будет 50 волкинов как бы комфорт. Ну, окей, вот у нас будет флор 650. Кстати, сейчас, если видели новость, то с 1 августа до 31 августа будут двойные награды от 8 уровня и выше, да, 8, 9, 10. Так что, если не качали, качайте. Целый месяц удвоенных наград. Отлично. Как раз вот те, у кого были 6, да, они будут превращаться в 7, 8, и мы будем... Не будет вот это вот юбки, да, где... Ну, пирамиды, где большое основание 6, меньше потом 7, еще меньше 8, и там 9, 10 очень-очень мало. Да, сейчас вот разработчики этими действиями не сужают эту воронку, делают, чтобы плюс-минус было равномерное распределение, за что им большое-большое спасибо. И именно это действие как раз-таки и поднялось сейчас очень сильно флор на 8 и на, соответственно, 9, 10, ну и также на 6 они поднимутся просто прицепом, потому что 6 будут превращаться идти по уровням выше. Вот. Это, наверное, все, что хотел сказать. Подписывайтесь на телегу и пока-пока.